Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Как и обещал, отдельное видео на тему техники бритья. Ежедневное вырабатывание техники бритья. Я еще не совсем понимаю, как лучше ответить на этот вопрос. Давайте сделаем, наверное, так. Я скажу так, как я думаю, так, как я это вижу. Больше чем уверен, что найдутся люди, которые не согласятся со мной. Больше чем уверен, что найдутся люди, которые смогут дополнить меня. Ребята, буду только признателен. В комментариях под видео, пожалуйста, плиз. Комментарии это даже важнее, чем лайки, дизлайки, потому что они остаются. На сердечко человек посмотрел, ну, составил себе какое-то представление, а комментарий он прочел, и он получил информацию. Комментарии несут больше информации, поэтому, ребят, все, что думаете о том, что я сейчас скажу, дуйте в комментарии, оставляйте, и пускай это все останется под этим видео. А ссылку на само видео я под 190 кину, чтобы новички, когда заходили, могли хоть что-то посмотреть. Так вот, если начать сдалека от новичков, человек бреется достаточно долго кассетниками, переходит на Т-образный станок, начинает бриться и кричит: «Да ну в жопу ваши тэшки, я вон себе всю ряху разнес». Новичок, ты прав и не прав. Прав в том, что перешел на тэшки, а не прав в том, что, ну если ты всю жизнь, допустим, пил ключевую воду, а тут перешел на молоко, но естественно тебя пронесет. По чуть-чуть. Надо давать организму, чтобы он адаптировался. Я уже говорил об этом, но скажу еще раз, коротенько. Старайтесь не форсировать. Первое, что вам нужно сделать, это после того, как вы выбрали станок, вместе с станком прикупить 5, 7, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 100, 500, сколько сможете лезвий разных. Ну, в пределах разумного, конечно, весь бюджет семейный не нужно на это пускать. Для чего это нужно? Вам нужно будет выработать треугольник, найти оптимальный вариант для вас самого любимого. В вашем бритье будет участвовать вы со своим лицом щетиной, станок, который вы выбрали, и лезвие. Так вот, вся фишка в том, что у вас уже две точки в этом треугольнике есть, станок и ваша кожа. Но есть переменная, лезвие. Каждое лезвие в вашем станке, которое вот с разным наименованием, оно будет брить по-разному, оно будет играть по-разному. Для всех людей, в принципе, по-разному, но вас все не интересует, вас сейчас интересуете только вы. Поэтому, если вы взяли, допустим, лезвие А, Б, С, Д, 1, 2, 3, 4, 5, 10, любое, поставили первое, хлоп, попробовали, не пошло. Это не значит, что оно плохое. Побрейтесь им хотя бы 2-3 раза, потому что вы еще технику не наработали, вам нужно понять. Если после второго и третьего раза оно вам не пойдет, уберите его в сторону, это не ваше. В станке с кожей эти двое не согласны с тем, что вы поставили третье. Ставите следующее. Если следующее зашло, это уже замечательно, это уже хорошо, значит какой-то шаг на пути к вашей победе и к замечательному прекрасному бритью, чтобы получить слоновую кость, вы уже получили. Как бриться? Вы новичок. Вы до этого брились кассетниками, и кассетниками вы всегда себя ласкаете. Сама по себе кассета устроена так, вот с той кучей лезвий, которые там есть, она скашивает все нафиг, но она глубоко не спашет. Для того, чтобы вам кассеты нормально побриться, станок легкий, вам всегда приходилось давить. Здесь другая ситуация. Средний вес станков от 50 до 80 грамм. Есть люди, не будем показывать пальцем, которые любят за 100 грамм. То есть вот такой дурмахина, если вы начнете давить, вы распашете себе все лицо. В идеале, как это советуют новичкам, это вы просто берете станок пальцами, гардой прикоснулись к своему лицу, гарда это вот эта вот часть, а потом опускаете до тех пор, пока не почувствуете лезвие на вашей коже. Даже если вы его не почувствуете, ориентируйтесь примерно на 30 градусов, плюс-минус, это будет зависеть от станка. Правильно, если вы будете бриться и вашей кожи будет касаться гарда и лезвия. Это общепринятое понятие. Но также есть люди, которые предпочитают бриться, когда лица будет касаться верхняя плита и само лезвие. Это называется бриться от верхней плиты. Так вот, поставили, выбрали угол и первые разы, там раз, два, три, четыре, пять, 10, брейтесь просто по шерсти. Карта ваших волос, вы ее выяснили,
вы увидели, как ваши волосы растут, где вдоль, где поперек, где вот так вот. Все это вам понятно, и вы пошли по росту волос. Не думайте сейчас о чистоте бритья, это последнее, о чем вам нужно думать. Вам сейчас нужно думать о том, что вы с кассет переходите на тэшки, и чтобы ваше бритье было как можно более, как можно менее травмоопасно, и чтобы ваша кожа адаптировалась. Бреясь по шерсти первые 5, 7, 10 раз, вы достигнете следующего. Первое, ваша кожа будет привыкать. Второе, вы будете нарабатывать технику. Когда почувствуете, что все уже нормально, Остапа понесло, после этого к бритью по добавляйте поперек. Против, не думайте, это потом. И еще бритье в 5, 7, 10 ориентировочно, потому что я не знаю, как быстро вы будете осваиваться, не знаю, как быстро ваша кожа будет привыкать. Именно с тем лезвием, которое вам зашло. Вот именно с тем. После того, как вы уже набьете руку уже и поперек, вы уже прекрасно будете понимать, что технику более-менее вы поставили. У вас уже более-менее какой-то прогресс получился, и кожа ваша уже привыкла. И уже после этого, ну, как правило, это проходит уже там 3, 4, там 5, 7 неделя. Уже по шерсти прошли, поперек прошли, можно добавлять поперек. Если вы будете делать именно так, ваш процесс адаптации с кассет на тэшки пройдет менее болезненно, более продуктивно, и у вас не получится, что вы все лицо себе разнесли. Могут быть варианты. Вот совсем недавно в ВК переписывался с человеком, ему close comp станки, то есть закрытой головой, ну, категорически не заходит. Он продолжает то ли давить, то ли еще что-то. Он попробовал на открытой голове, а там-то давить сыкотно, давить перестал, и перестало у него кровить. Стал бриться великолепно, то есть открытая голова зашла ему вообще оптимально хорошо. Возможно, и такой вариант, но это уже будущее, в частности, во все это сейчас лучше не лезть. Итак, вы освоили уже вдоль, поперек, против, все у вас хорошо, все замечательно, но настает вдруг какой-то момент, или вы станок поменяли, еще что-то, чувствуете что-то не то, чувствуете где-то что-то как-то не пробиваете. Ребят, вообще рез волоса, каждый раз, когда мы вот так вот ставим и проводим, это не совсем правильно. Вернее, так бреются большинство, и я в том числе, но это все равно не совсем правильно. Правильно не резать волос. Когда мы так ведем, мы его просто в лом, вот так в лоб, правильно скашивать. Вы возьмите косу и так вот просто вот бегите по полю, много вы травы накосите, не очень. А когда ты берешь косу, литовку, и пошел косить, коса по касательно все это дело делает, вот тут-то у вас процесс и пойдет. С волосами то же самое. По-правильному, по-хорошему, когда станок ставите, им нашли удобное положение не сверху вниз вести, а чуть-чуть по диагонали. Вот это было бы верно. Но эту технику нужно нарабатывать, это нужно к этому привыкать. И абсолютно подавляющее большинство тех людей, с которыми я общаюсь, тех людей, которые я знаю, да я больше чем уверен, и те, которые вот на канале все есть, они так не бреются. Если есть, то единицы. Вы просто имейте это в виду. Если у вас получится сразу же вот так вот технику поставить, то это будет просто замурчательно. Это будет правильное бритье Т-образной техникой. Я, к сожалению, не принадлежу к этому числу. Заменить эту технику отчасти может слант. Сейчас отвечу еще на один вопрос. Какой слант лучше выбрать? Ребята, не знаю. Для меня все сланты практически одинаковые. Вот как-то так случилось, как-то так сложилось, что я их сильно-то не разделяю. Да, конечно же, они отличаются для меня. Но сказать, как-то, знаете, более-менее со стопроцентной вероятностью определенно, что вот, этот слант самый лучший, я не могу. Потому что все те сланты, которые я попробовал, ну, по большому счету, да, хорошие станки, да, нормальные станки. Но самое яркое, такое, наверное, самое позитивное впечатление у меня, наверное, все-таки оставил 37-я голова. Потому что прежде чем ее взять в руки, мне даже было маленечко так чуть-чуть сыкотно, потому что меня всегда пугал, во-первых, внешний вид, а во-вторых, разговоры за то, что «О, Слав, ты что там такой агрессивный?» Все, завещание написал. Блин, я думаю, да нифига себе, а как так-то, блин, ну а как же люди-то им бреются? И каково же было мое удивление, когда я сам взял этот в руки слант, стал бриться, я просто подофигел, насколько он мягкий. Насколько он мягкий в бритье. Это было просто комфортно. Мне даже показалось помягче, чем 89-я голова. Вот так, к примеру.
Ну, это было достаточно давно, сейчас, если, допустим, буду им бриться, наверняка будут какие-то свежие, новые впечатления. Но, тем не менее, слант выделить какой-то определенно не могу. Самые яркие впечатления от 37-го. И если хотите его попробовать, ну попробуйте, попробуйте, почему нет? При всем при том, что он мягкий, хорошо бреет, я почему-то удивлен, что сланты это не подавляющая позиция среди того, что люди покупают. Возьмите любую компанию, там, ну, Т-образная это 90-95% от номенклатуры. И там может быть одна или две модельки слантов. То есть как-то вот не шибко-то популярная такая, вот, знаете, тема. Почему, не знаю. Так вот, к технике бритья. Когда вы бреетесь, если у вас вдруг что-то идет не так, как вы вот рассчитываете, ребята, вспомните про бритье от верхней плиты. Возможно, у вас или волосы чуть-чуть уже стали привыкать, или вы как-то стали что-то делать по-другому, может быть, лезвие другое поставили. Это еще один вариант. Возможно, этот вариант сработает. Ну а что касается каждодневной наработки практики, ребята, рано или поздно вы просто дойдете до того уровня, что у вас будет все на автомате. Вы не будете в голове держать, как поставить это, как поставить то. Точно так же, как вы не думаете, а как дышать. Вот сейчас надо сделать вдох. Блин, выдохнуть забыл. Нет, вы просто дышите и все. Точно так же вы будете брать тэшку в руки, точно так же и будете махать не глядя. Завяжи вам глаза, да вы все равно побреетесь. Легко. Ежедневная наработка практики. Посоветовать, что могу. Забудьте про то, чтобы давить. Лучше не надо. Все равно рано или поздно вы будете поддавливать, но давить целенаправленно, ребята, забудьте, отучите себя от этого. Это ни к чему хорошему не приведет. Это приведет к тому, что вы будете резаться, приведете к тому, что, скажем так, в том месте, где вы давите, вот вы ведете, вы будете слишком сильно проминать кожу, волос будет загибаться, выставляя не только свою шейку, но и свою луковицу. А вы по этим бубенцам, ой, по этой луковице, и вросшие волосы получить, да как два пальца об асфальт. Зачем вам это надо? Кроме травматизма и вросших волос это ничего хорошего не даст. Поэтому старайтесь не давить. Что еще? Рано или поздно вы будете проходить по тем участкам кожи, где мыла нет. Старайтесь поначалу этого избегать. Во-первых, вы еще только привыкаете, вы не знаете, какое мыло оставляет после себя хороший след, где нужно подмылить. Проходить лучше по тем местам, где есть мыло. Вот это в идеале. Потом, когда уже обвыкнетесь, конечно, вы этого будете манкировать этим правилом, но поначалу старайтесь его держать в голове. Ну вот, наверное, и все, пожалуй, все влажные советы. Ну а так вообще и в общем, Т-образный станок с его вариативностью, с его возможностью получения того удовольствия для нас, простых мужиков, которые бреются ежедневно, пофигу с какой щетиной. Ребята, это настолько большой, шикарный, кошерный, великолепный, обалденный мир, что вы просто молодцы, что вы решили с тэшек спрыгнуть и перейти именно на это. Неважно, какой станок вы возьмете, неважно, какие лезвия вы наберете, какой помазок, какую косметику, важно то, что вы пришли в мир влажного бритья. А уж найти свой фан, найти свою ячейку, где вы так, знаете, так сели, умастился, так, о, вот смотри, удобно, тепло, и булки не морозятся. Вы найдете. Если это даже будет не то, что все хвалят, не то, что все, да ты что, вот эта вещь там, это для них вещь. Что для вас вещь, вы узнаете со временем. И найдете обязательно. Просто начните с чего-то. Ну, раз вы смотрите это видео, судя по всему, вы уже начали. Просто хочу сказать, что верной дорогой идете, товарищ. Вот и все. Ну а на этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Ну и карту роста волос, ребята, изучайте с самого начала. Поможет. Пока-пока. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Ну и пошли бриться.